Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня будет обзор на чемпиона, на лидера по продажам в Китае, которого вот уже 2 года никто не может снять с пьедестала лидерского. Первое место по продажам — электромобиль Wuling Mini EV. Очень давно мы хотели снять обзор на эту машину. Такой интересный мини-мини сити-мобиль. Что главное, что это полноценный электромобиль. То есть с виду он выглядит как гольф-кар. Когда, в принципе, мы в первый раз его увидели, проезжающим по нашим дорогам, мы подумали, что это один из гольф-каров, которых здесь полно в Китае, которые там ездят 30-50 километров и которые предназначены только для того, чтобы ездить по дорогам таким не городским и не скоростным, естественно. А это полноценный электромобиль, у которого вот сейчас можете посмотреть, даже есть номер шэньчжэньский, то есть этот автомобиль может ездить по городу Шэньчжэнь. У него есть карточка, бесконтактная карта для проезда через платные дороги скоростные. Автомобиль, который по заявленным техническим характеристикам проезжает 120 километров по циклу NEDC. За что же его так полюбили китайцы? И почему 2 года никто не может его снять с пьедестала лидера продаж? А за то, что вот эта вот коробочка такая, да, интересная. То есть ее сделали в таком вот форм-факторе, который очень легко можно переделать под любой какой-то дизайн. И китайцы изощряются просто, они соревнуются, у них там флешмоб такой начался, да, они изгаляются кто как может. Они делают из этих машин и внедорожники, и какие-то кабриолеты, и что только не делают, космический корабль только не делают. Так вот, за это, наверное, его и полюбили, и в принципе такой вот, да, маленький, аккуратненький сити-мобиль. На обзоре сегодня у нас модель 2021 года, была 2020 года, это рестайлинговая модель. Версия называется Макарун. Знаете, такие печеньки, макаруны. Так вот, они даже здесь выбили название Макарун. Очень много цветов, очень много расцветок, но это все не предел, потому что, как я уже сказал, китайцы делают из них все, что угодно. Это самая простая комплектация, минимальная. Стоит она 37 600 юаней в Китае. Проезжает, как я сказал, 120 километров. Есть максимальная комплектация, проезжает она 170 километров по циклу NEDC. Стоимость ее от 44 тысяч юаней в Китае. В рестайлинговой версии оптика стоит уже современная, то есть это LED ходовые огни и линзы. Есть противотуманки, полный комплект полноценного автомобиля. Длина 2,9 метра, ширина 1,5 метра, высота 1,6 метра. Колесная база 1,9 метра. Клиренс 12,5 сантиметров. Небольшой. Так, ну что, заглянем под капот. Мы ж не открывали. Вместе с вами это сделаем. Такой мини-маленький упорчик. Материал, что? Это сталь обычная, да? Насчет оцинковки не скажу, но скорее всего за цену 30 тысяч юаней, да, наверное, здесь оцинковки-то и нету как таковой. Может быть, только частично днище какое-то. Движок, кстати, где движок у нас? Движок вон там. Мини-маленький движочек. Мощностью 20 киловатт, 27 лошадиных сил и 85 ньютон-метров крутящего момента. Полный доступ. Хочешь поменять ты себе омывающую жидкость, хочешь тормозной жидкости добавь. Ну, для любителей покопаться ручками тут, мне кажется, есть чем заняться. Ну и, ребят, порт зарядки. Вот минусом является то, что у этого компактного мобиля, электромобиля, нету порта быстрой зарядки. Есть только медленная зарядочка, которая расположена вот в носу, в ноздре. Вот. Она не блокируется. Постоянный доступ к ней есть, но только один всего лишь порт. Фастчарджа нету, но есть Taobao китайский, где можно, конечно же, купить переходничок и встроить там, похимичить и сделать фастчардж, если это кому-то нужно. Так, мне интересно, есть ли здесь камеры вообще? Спереди ничего нету, в зеркалах ничего нету, а камера есть сзади. Вот она. Камера заднего вида есть, и есть 2 партроника. Маленькие, сколько они? 12-дюймовые колеса. Так смешно они выглядят немножечко, такие таблетки. Вот.
И когда в потоке едешь, и машина там где-то впереди тебя, знаешь, несется, там, а некоторые еще пытаются обогнать даже тебя, знаешь, там они шустрые такие, в городе гоняют, по городу шустрые, вот, в потоке. И вот на этих вот таблетках, ну так забавно все это выглядит. Посмотрите, какой проем сделали, а? Огромный. Слушай, тут в наших машинах такого проема нет. Прям можно вот так вот заходить, ногами вперед. Так, ну что, здесь у нас, значит, руль, он не регулируется по высоте, и поэтому заходить нужно только с вытянутой ногой вперед. То есть, если я по-нормальному буду садиться, конечно же, я сюда не влезу. А так все нормально. Все, зашли, сели и поехали. Есть экранчик, ребят, полноценная LED-панель. У нас есть предупреждение, переключение. Смотри, 139 километров показывает. Батарейки хватит, да? Подожди, а как это так? У нее 120 запас хода. При 82%. Интересно. Интересно. Либо хозяйка не знает свою комплектацию. Мы спросили хозяйку, она сказала, что у нее минимальная комплектация. Может, она купила все-таки максимальную за 170, на 170 километров? Тогда это ближе. Огромная дверь, да? Вот эта дверь, окно. Что здесь? Здесь ничего нету, простейшая конструкция, все пластиковое, конечно же, никаких обивок, ничего этого мы не ждем даже здесь. Вот есть у нас закрытие, центральный, смотри, центральный замок это. Дверь, конечно же, легкая, но разговор не об этом. Смотри, сколько ниш, сколько карманов. Огромные, длинные, длиннющие карманы. Тут, наверное, полторашка, Антон, твоя влезет сюда. И есть электростеклоподъемники. Сейчас думал, ты сейчас скажешь автодоводчик дверей. Ага. Но не автоматические. Антон, ты посмотри. Тут даже есть зеркало. Но без подсветки. Вот здесь у нас мультимедийная система. Но это просто, конечно же, обычный приемник. Радиоприемник, который может читать музыку с флешки. И есть Bluetooth. Чего не было в модели 2020 года. Далее у нас здесь управление кондиционером. Здесь есть кондиционер, естественно. Да? Вот он. Направление ветра. Включение кондиционера и выставление температуры. Цифровых датчиков нету. Все вот так вот механическое и все интуитивно. Жарко вам сделали холоднее. Холодно вам сделали теплее. Все понятно. Зачем какие-то цифры нужны вообще, да? Это просто излишество, какие-то придумали ерунду. Так, две педальки у нас есть. Смотри, кстати, смотри, как интересно газ расположен. То есть он, ну, по идее, газ должен быть вот здесь. То есть вот у нас центральный тоннель, да? И вот нога моя. И вот, по идее, вот он газ должен быть. Здесь газ, а здесь тормоз. А тут газ они поставили вот сюда. То есть мне нужно, чтобы газ нажать, мне нужно вот так ногу выставить. Тут, оказывается, хозяйка уже улучшила эту модель. Очень много продается для Wuling Mini на Taobao всяких различных деталей там для кастомизации. И вот одна из этих деталей — это вот центральная такая панель. Здесь есть USB разъемы, да, подстаканник. Они удлинили, то есть сама по себе вот она поднимается вот так, да? Вот так это все выглядело до кастомизации. То есть не было подстаканника, да, не было подлокотника. Смотри, как хорошо, а? Удобно, прям под локоть здесь. Перчаточного ящика у нас тут нету, да, есть только вот такие два кармашка. Тут два режима даже есть, эко и спорт. Так, только написано по-китайски здесь. Зелененький, наверное, эко, а желтый, наверное, спорт. Хозяйка проехала уже на нем 10 455 километров. Чуть-чуть немножечко, когда парковался, да, я заметил такой косячок, что когда руль вот так вот поворачиваешь, вот так вот раз, и экрана не видно. Просто обычно, когда едешь назад, включается камера заднего вида, да, вот давай сейчас, кстати, камеру заднего вида покажу. Вот, то есть она, ну, не супер, да, ну, блин, нормальная, хорошая. То есть для этой цены автомобиля классная камера. И вот когда вот поворачиваешь, все, и не видно. Ключевой доступ здесь без ключевого нету. С правой стороны управление омывателем стекол, с левой стороны управление освещением. И с левой стороны есть еще большая кнопка Reset называется, но на самом деле это переключение режимов. То есть здесь вот в левой нижней части дисплея можно выставить отображение
расходов, температуры, там, пробега и разных других показаний. Далее здесь вот слева вверху кнопка сброса ошибки по давлению в шинах, включение противотуманок и настройка высоты освещения фар. Желтые коврики — это все кастомизировано, то есть это все это хозяйка заказала отдельно. Центральная консоль, ребята, здесь простейшая просто. Есть у нас два рычажка стеклоподъемников, левый и правый, и есть переключение РНД и зарядка, 4 положения, и есть ручник. Ручник, потому что нету кнопки паркинг, да? Все, ребят, по переднему ряду, мне кажется, больше вообще смотреть нечего. Переходим на задний ряд. Мне интересно, влезу я вообще туда или нет. Ну, я, наверное, нет, а вот Антон, может быть, влезет. Сам за собой сажусь. Вот так вот. Блин. Давай, Леш, ты сможешь. О, слушай, а я даже, наверное, смогу. Залезать тяжело было, а... Слушай, я не верю. Серьезно? Ну, как бы, если вот так вот я ноги раздвину. Во, ну попробуй дверь закрой, только мне по ноге не стукни. В принципе, как бы, если приспичит, прижмет, да, то можно засунуть 4 взрослых мужиков и ехать. Антон, значит, я тебя везу, предположим, Давай. а ты назад туда. Опа. Ну, с этой стороны удобно. Так, слушай, ну, в целом, мне, главное, в голове очень комфортно. Слушай, Да голове мне там было комфортно даже. А по ногам как тебе? по ногам, ну, километров 100 выдержу. 100 выдержишь? Что выдержит? Так, а теперь предположим другую ситуацию, как будто нас с тобой двоих везут такие же еще двое. Слушай, мы даже ногами друг от друга не тремся. Я говорю, можно проехать. Тут еще можно посередине какую-нибудь коробку там с чем-то поставить, чтобы веселее дорога была. Это да. Слушай, ну, на удивление, да, оказалось более просторно, чем оно выглядит. Ну, просто единственное, что ноги вот упираются, но можно чуть подвинуть, да, если вперед посадить девочек. Скажем так, это же женский автомобиль. Да. Вот и получается, что как раз таки жена приехала за мужем забирать его из бара с кого-то. А муж с другом, а жена с подругой. И вот они сидят спереди, а мужей пьяных туда засунули. Нормальный вариант. Багажник у нас остается. Посмотрим, что сзади. Вот такая кнопочка маленькая. Вот такая вот. Оп. Вот так откидывается. С откинутыми задними сиденьями. И тут, конечно, я не знаю, что сюда влезет. Можно вот так вот все это опустить вниз. Вот так вот. И тогда у нас здесь образуется вот такой вот отсек. Сколько здесь литров, сложно сказать. В некоторых интернет-источниках пишут 741 литр, но я сомневаюсь. Здесь, наверное, не будет 741 литра. Но есть, представляете, есть возможность такая убрать кресло, спинки полностью. Они на салазках на таких. Вот так-то все это можно убрать. И при желании можно и вообще и сиденье даже убрать. Такой конструктор, слушай, получается. Прям вообще они дали вот возможность здесь творить все, что угодно. Поэтому его и кастомизируют так легко и просто. Убирается все это, и, наверное, тогда здесь и получится 741 литр. Возможно. В Китае мы очень часто видели рекламу перевозчиков, которые используют именно мини-EV для перевозки небольших грузов. Дешевая машинка, купил, езди, катайся и перевози вещи, зарабатывай на этом деньги. Протестируем машину в движении, посмотрим, на что она способна. Мне интересно. Слушай, мне такое ощущение, что я сел в игрушку моего сына. Ну, сейчас посмотрим, насколько она игрушечная. И вот, кстати, у нас для первого теста горка. Посмотри, горка, ну, уклон, наверное, градусов 15 у нас. Сейчас мы посмотрим, как она преодолеет этот уклон. Так, а что она пищит, я не могу понять. Вроде все пристегнут. Ага, потому что ручник. Что, Леш, забыл, что такое ручник? Да, ручник-то забыли выключить. Так, смотри, вот сейчас, значит, мы едем. Отображение у нас идет на дисплее, что работает мотор. А если мы, наверное, сейчас отпустим педальку, то рекуперация, да, заработает. Да. То есть есть отображение, либо рекуперация, либо это идет расход у вас. Даже такие данные. Вот. Слушай, давай-ка мы закроем окошечки и посмотрим, насколько здесь шумоизоляция.
хорошая или плохая? Ну так, сидишь как будто в коробке. Всё гудит, да. Гудит. Мотор сильно слышно. Да, мотор сильно слышно. Гудит, гремит. Ну, конечно, колесики, эти маленькие таблеточки, эти узенькие, тоненькие, конечно, они ничего не отыгрывают. Сейчас машина. Ух, пронеслась. Конечно, все слышно. Ну, естественно, тут просто за эти деньги я ни про какую шумоизоляцию я вообще даже говорить ничего не буду. То есть все слышно, конечно. Но Бен-Бен. Бен-Бен, кстати, лучше был. Ну, Бен-Бен мы тогда с тобой смотрели, он был 30-40 тысяч, да, стоил? 35 тогда были готовы. Да. Его официальная цена 40. Да, у него, кстати, была шумка получше. Да. Шумка получше, но у него оснащение было хуже. То есть там не было вот этих дисплеев, там, да, Это да. вот этих вот ручек Ручек страха. не было, да. То есть по оснащению, конечно, мини он получше, побогаче будет. Но Бен-Бен E-Star был, вернее, есть, почему был. Что-то мы его сразу его списали сразу. Бен-Бен, он помощнее, пошустрее, порезвее. Давай здесь, вот я педаль в пол и... Однако в режим Давай спорт поставим, да. Так, переключаем режим спорт. Что, с нуля до сотни, да, разгон. Ну что, раз, два, три, поехали. 20 киловатт, не вытягивают. Пробуксовочки, да? Нет, конечно, пробуксовки, конечно же, нету. 20 киловатт все-таки, да. Слушай, хороший обзор. Вот тут получается вот стекло, оно такое не зауженное, да, оно прям вот высокая крыша. Обзор из этого хороший. Но мне не нравится то, что очень бликует. То есть отражение. Отражение, да. Отражение Мгм. панели от этого всего в лобовухе, все видно. Да, согласен, отражение очень сильно Даже видно. на камеру отображается. Ага. Экран закрытый, козырьком от бликов. Вот, колонки, это все опционально, это хозяйка сама поставила, этого всего не будет. Так, зеркала, ребят, регулировка идет только вручную, ручная даже, ну, то есть вообще вот, да, пальцами нужно все это поправлять. Рекуперация здесь не настраивается, вот как у вас есть, вот я сейчас газ дал, отпустил, и она, опять же, есть небольшой такая пауза, которая дает накат дает, и дальше срабатывает рекуперация уже Слушай, она почти как в ноль она- останавливается. как однопедальная или не однопедальная, ну посмотрим. Нет, все, 6 километров едем, 5. Простейшая конструкция, все настолько они упростили, удешевили, ну за счет этого получился такой вот народный любимчик. Двери, конечно, брямкают ОГГ. Ну вот мне, честно, не хватает абсолютно регулировки сидений по высоте. Там вниз опустить. Ну, батенька, это вы Еще уже... маленько дальше отъехать. Это вы попутали с прошлого обзора, с Зикра. Это, конечно, смешно. Педаль газа прямо вот посередине. Она прям посередине автомобиля. Вот у нас получается центральная панель, и педаль прям за ней находится, педаль газа. Но мне кажется, в целом машина для города очень даже ничего. Она квадратненькая. И для девочки, которая только учится ездить. Да, как первый автомобиль, это вообще идеальный вариант, мне кажется. Руль, несмотря на то, что он сделан из дешевого материала, он приятного хвата. Да, он даже чуть-чуть скошен. То есть как-то так. Но мне очень не понравилось, что он закрывает экран при развороте. Я забыл снять с ручника. Да, конечно, посадка у него такая минивеновская, да? Тут реально можно вот просто вот чувствовать капот и вот парковаться без парктроников вот до миллиметра просто. Всем спасибо за просмотр. С вами была компания Pandaway из Китая. Не забудьте подписаться на наш канал для того, чтобы не пропустить следующие ролики. Всем пока. А лайк поставить, колокольчик. Лайк можете поставить. Дизлайки, к сожалению, YouTube уже не отображает. Поэтому, если только ставить что-то, то можно только лайк поставить. Ну и, конечно же, комментарий написать. Всем пока.